В одном из последних выпусков программы «Тигры разума» нам удалось познакомиться с весьма интересной личностью – Исамом Кайфишем, студентом Крымского медицинского университета из Палестины. Тема выпуска была посвящена эмиграции, в рамках которого проводился опрос среди прохожих об их отношении к этому явлению. Вот что тогда ответил наш герой. А вы после учебы туда же обратно? Да. Ну там же сейчас тяжело. Ну, если честно, лучше, чем здесь. В Палестине? Да. Такой ответ собрал огромное количество комментариев, вызвав живой интерес к иностранцу. Что имел в виду Исам и почему место, где уже долгие десятилетия идет борьба и кровопролитие, для него лучше, чем в мирном Крыму? Смотрите, я же иностранец, и в Крыму живу тут один, правильно? У меня семья где? Но в Палестине. Вот. Конечно, это для меня в Палестине, ну, мои родные там, мой дом там. Конечно, для меня это лучше, чем здесь, жить там. Тем более еще культура другая у нас. Вот. Я бы хотел, чтобы мои дети выросли в Палестине, потому что у нас другая культура. У Исама большая семья, 5 сестер и 2 брата. У его отца личная мастерская по изготовлению дверей, перил и окон. Но несмотря на наличие семейного ремесла, родители поддержали выбор сына получить медицинское образование далеко от дома. У меня сосед живет в Крыму уже 25 лет. У него младший брат учился со мной в школе. Вот, когда мы закончили школу, он сказал, вот у меня есть старший брат, живет в Крыму. Давай тебе ехали так со мной, учимся в Крыму. Вот я согласился, и мы приехали. А вообще, почему палестинцы так приезжают сюда, в Россию или в Украину? Потому что тут дешевле учиться, так, дешево. Не как у нас. У нас это очень дорого. Исам приехал в Крым в 2013 году. Сейчас он на последнем курсе и планирует в будущем стать хирургом. Жизнь в Крыму имеет большие преимущества и возможности, считает Исам. Однако, несмотря на это, приверженность ценностям своей культуры остается его приоритетом. По возможности жить в Крыму, но поработать то лучше тут в Крыму. Никто не мешает. Вот, праздник есть, правильно, Ид аль-Адха, Ид аль-Фитр. Вот. Мы тут с друзьями отмечаем, все хорошо, никто не мешает. Мечеть есть, мы в пятницу, салат аль-Джума, мы приедем туда, считаем намаз, никто не мешает. До ситуации с пандемией Исам каждое лето посещал родину, семью. Своей же семьей наш герой обзавелся в Крыму. У меня жена татарка, я женился, да, крымская татарка, у меня жена. Когда мы познакомились с ней, мы так договорились, что она приедет со мной в Палестину. Вот. Это сначала, как мы познакомились, сказал, я готов жениться, давайте, если ты не против, поехать со мной в Палестину жить дальше. Давайте, что просто друзья. Это сначала, как мы познакомились, чтобы она была, как сказать, в курсе. Семья Исама привила ему любовь и привязанность к родной земле. Поэтому в его планах после окончания вуза вернуться в Палестину и быть полезным своей стране, своему народу. У нас мои родители, например, защищали, научились защищать свой язык. У нас иврит есть, еврейский язык. Научили, как защищать свою землю. Нельзя, есть палестинцы, которые они уехали жить в Иорданию, и которые уехали жить в Сирии, или в Ливане, или в Египте, или в Ираке. Они сказали, нет, надо у себя жить так в Палестине, потому что если мы будем уехать с Палестины, то Палестина останется для кого? Для евреев. Поэтому надо жить у себя так, в Палестине, защищать свою землю. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news@aliv.tv.